Друзья, приветствую вас всех. Очень рад представить вам новый материал. Да, знаю, виноват. Да, пауза несколько затянулась. Но я очень надеюсь, что данным обзором я полностью искуплю непреднамеренную вину. Конечно, вы правы, накопилось слишком много нового материала и всяких событий. Допустим, крупные изменения на самой Binance, включая маржинальную торговлю с новым интерфейсом. Появился децентрализованный Binance DEX, наряду с очень удобным кошельком Trust Wallet, платформа TradeMate, благодаря которой можно торговать как самостоятельно с одновременным выставлением тейк-профита и стоп-лосса, так и при желании отдать часть депозита под доверительное управление трейдеру или трейдерам с очень удобным и отточенным функционалом. Все это достойно детального обзора, и работа в данном направлении ведется, хотя и не так быстро, как хотелось бы, но все это будет. И все же, после столь длительного перерыва, хотелось бы поговорить о самых важных и первостепенных вещах. Все остальное – это уже темы прилагательные и могут немного подождать. А что на сегодня является первостепенным и фундаментальным вопросом? И я думаю, не ошибусь, если спрошу так. А что с биткоином? Почему он вдруг попер с 4 почти на 14? Почему сейчас в районе 10? Куда он теперь? А главное, когда? И в особенности, а что с альтами? Что с ними будет дальше? Почему их утрамбовали до предела? Надолго ли? В чем причина? Будут ли отскоки, пампы? И если да, то когда и насколько сильно? Ведь для нас, трейдеров, это, пожалуй, самые важные вопросы на сегодняшний день. Поэтому начнем именно с этого. Вы удивитесь, каким ошарашивающим выводом мы придем в результате детального анализа всего происходящего. Честно говоря, я и сам был в шоке, когда добрался до середины обзора. Выявились вещи, о которых пока еще никто не говорил. И все, что вы слышали от аналитиков о сегодняшней ситуации по битку и альтам, просто меркнет в сравнении с тем, что мы сейчас как бы случайно раскроем. Для того, чтобы ответить на все вышеперечисленные вопросы состояния крипты как сегодня, так и фундаментально, и сделать это не для галочки, а действительно получить реальное представление, очень близкое к истине, необходимо выбрать метод, основанный на причинно-следственных механизмах, то есть на неразрывной связи причины и следствия. Это необходимо сделать потому, что только так можно, оттолкнувшись от следствия, то есть сегодняшнего дня, докопаться до истинной или реальной причины, даже если она неизвестна или известна, но сильно искажена. Но так как любая причина, в свою очередь, является следствием предыдущей причины, то нам придется вернуться к истокам создания биткоина и начать оттуда. Итак, начнем. Как мы все знаем, на рубеже 2008-2009 годов неким Сатоши был создан программный код биткоина и запущен сам блокчейн. Нас сейчас не интересует, был ли это один человек или группа, действовал от себя или по заказу. Это сейчас не важно. Важно, какова была причина и какие цели преследовались. Сегодня нам кажется, что мы знаем эти причины. Я не буду их перечислять, они всем известны. Мы попробуем заново установить эти причины и выясним, все ли мы знаем о предпосылках возникновения биткоина. И делать мы это будем, забыв, что мы трейдеры или холдеры, забыв устоявшееся мнение. То есть проанализируем все абсолютно абстрагированно, не рискуя подпасть под искажение собственных эмоций и сложившихся стереотипов. Необходимо вычислить путем логических размышлений, от какой из групп был посыл к созданию биткоина. Есть только 3 основные группы на нашей планете. Это власть, финансы и народ. Спросим себя, мог ли посыл для создания биткоина происходить от власти? Определенно нет, так как власть сама является марионеткой и полностью зависит от финансистов, банкиров и их субсидий. Власть призвана сохранять и оберегать уже созданную систему, а не революционировать ее. То есть власть максимально инертна и устойчива к новшествам.
Значит, переходим на уровень ниже. Банкиры, финансисты и те, кто печатают доллары в надгосударственных структурах, предоставляя бесконечные и безразмерные кредиты государствам, они могли бы заказать создание биткоина? На первый взгляд, вроде бы нет. По их меркам, долларово-бумажная монетарная система отточена и функционирует отлично. Хотя при определенных разногласиях между составными частями этого сектора, а ведь он не так сильно централизован, как, например, власть, здесь могла бы возникнуть причина. Мы сейчас оставим это, вернемся позже. Спускаемся еще ниже, к нам, к народу. Отсюда мог быть инициирован посыл для биткоина. Многие скажут, да, это именно так. Все новое, революционное, прогрессивное исходило всегда из народа, из социума. Почти все основатели IT-компаний на заре были нищими. Это бесспорно, все так. Но правда ли это в применении к биткоину? Или, может быть, кому-то надо, чтобы в это все верили? И народ, и финансы, и власть. А что, если это не так? В пользу данного тезиса говорит один аргумент – время. Пришел бы биткоин от народа, стоил бы сейчас 0 с 2 нолями после запятой. Почему? Потому что без финансовой подпитки не удержать его на одной только идее 10 лет подряд. Да еще не в плохом тренде. Мы же видим, стоит битку чуть просесть, и все альты, то, что из народа вышли, даже лайткоин, они сразу идут вниз, опережая биткоин. Значит, стоит только поконкретнее сковырнуть биткоин, остальное само под днище ляжет. Ведь это всем известный факт. Другими словами, весь намайненный биткоин скупили бы еще тогда, на заре, когда он 10-100 баксов стоил, и упрятали бы в сейф. И никаких сообщений в СМИ. Ведь биткоин уже тогда представлял угрозу для тех, кто разбирается в глобальной финансовой системе. Так почему же этого не произошло? Почему не смогли все скупить по дешевке? А, наверное, очень хотелось. Почему? Это возможно лишь в одном случае, если заказчик или создатель биткоина всегда контролирует большую часть биткоинов и довольно независим в плане капитала. Он их просто не продает или покупает относительно минимально, уводя цену туда, куда считает на момент необходимым. Так что, наверное, придется вернуться ко второй группе выше. Мы, конечно же, не будем полностью исключать возможности появления биткоина из народа, но стоит задуматься над тем, почему, когда для финансовой системы угроза сейчас уже явная, его не скупают. Ведь для печатальщиков денег это не вопрос. Скупить все даже по 10-20 тысяч баксов, истратить там 200, 300, 500 миллиардов и напечатать новых долларов взамен уже завтра, и дело с концом. Но не скупают. Потому что не продается никем в таком количестве, чтобы его можно было полностью контролировать. Поднимемся выше, там больше логики. Если ничего не найдем, опустимся опять к народу. Мы уже выяснили, что причина появления на этом уровне могла появиться в силу разногласий главных актеров глобальной финансовой системы. Давайте вспомним известные десятилетиями длящиеся разногласия сверхбогатых кланов. Ну, конечно же, на ум приходит группа Рокфеллеров и группа Ротшильдов. Не то чтобы они прям враги, все же сообща рулят планетой, но всем известно, что Ротшильды лишились довольно значительной части влияния по совместным глобальным вопросам. Давайте разбираться, в чем причина. Вспомним, кто стоит за финансовой системой, построенной на долларе. Это Рокфеллеры и их клан. Но Ротшильды тоже владеют всемирной банковской сетью, и она еще покруче. И в не меньшей степени имеют доступ к печатному станку, но наряду с этим владеют огромными запасами золота, превышающими запасы некоторых государств. Их личный объем исчисляется от 10 до 40 тысяч тонн, что в несколько раз больше, чем золотой запас, допустим, той же России. Плюс под их управлением находится около 100 тысяч тонн, в кавычках, чужого золота. Допустим, более 48 тысяч тонн царского золота, предоставленного Николаем II в виде депозита при создании Лиги наций в 1904 году. Сегодня это организация ООН. Этот депозит был предоставлен для получения 52 миллиардов долларов для создания уставного фонда данной организации.
Управлял тогда и управляет до сих пор этим активом один из банков Ротшильдов. Именно они уже 100 лет получают дивиденды в размере 4% годовых. За 100 лет набежало 270 миллиардов долларов только с этого депозита. Так какая кошка могла пробежать между Рокфеллерами и Ротшильдами? Вспомним 1971 год. Отмена золотого стандарта в США. Вот оно, где все началось. Вот тогда Ротшильды начали потихоньку терять силу голоса. Спросите, почему? Потому что цена на золото с тех пор легко манипулируется огромными вбросами долларовой массы прямо из воздуха. Вот нам бы на месте Ротшильдов это понравилось. Полная зависимость целого состояния от тех, кто печатает деньги. Даже от тебя самого. Так как ты вынужден их печатать для предоставления кредита таким странам, как Америка и страны Европы, предоставляя им возможность хоть как-то погасить долги. Но и те, и другие прекрасно осознают, что выплаты по всем долгам никогда не произойдет. Напечатанные для государственных кредитов доллары – это всегда только временная мера и не решает главного. Другими словами, и Рокфеллеры, и Ротшильды стали заложниками ими же созданной финансовой системы и вынуждены включать печатный станок во имя сохранения системы до тех пор, пока не будет создано нечто совершенно новое. Ты сам печатаешь деньги, хотя прекрасно понимаешь, что тем самым сам же обесцениваешь твое же золото. Думаю, что именно Ротшильдам это не очень улыбается. Для подтверждения этой мысли приведем слова лорда Джейкоба Ротшильда, сказанные им в середине 2018 года, то есть год назад. Необходимо выразить довольно большую долю скепсиса по отношению к беспрецедентному восстановлению мировой экономики. Имелся в виду кризис 2008 года. И далее. Центральные банки, заметьте, это его же центральные банки, проводят самый серьезный эксперимент в монетарной политике за всю историю человечества. Никто не может предсказать, какие у этого опыта будут непреднамеренные последствия. Здесь имеется в виду включение печатного станка после кризиса 2008 года. Вот так вот. Не хочется печатать, а приходится. Данный факт привел к сильному занижению цены золота за последние почти 50 лет. И, соответственно, сила голоса Ротшильдов понижалась, так как она сопряжена с объемом капитала в долларовом эквиваленте. А затем, как следствие, заколдованный круг свертывающейся спирали. Чем слабее голос, тем в меньшей степени можно повлиять на решение вопросов в свою пользу. В общем, думается, что Ротшильды были не очень довольны бесконечным включением печатных станков, хотя сами же это и делали от безысходности. Целых 30 лет, вплоть до 2000-х годов, они пытались восстановить свой и золотой статус, но безуспешно. Если вы вспомните, уже в 90-х были некие попытки создать некое подобие биткоина, но все накрылось вместе с доткомами. Но вот с ранних 2000-х пришло спасение. Появились мобилки с мобильным интернетом и начали расцветать соцсети. Это и стало гарантией для Ротшильдов наконец-то вернуть утерянную силу голоса и восстановить те самые 50 на 50 с Рокфеллерами, которые означали здоровый паритет до 70-х годов. Спросите, какая связь? Сейчас разберемся. Спросим себя, какая самая главная задача стояла перед Ротшильдами все эти годы? Ответ прост. Вернуть ценность золоту. Причем здесь биткоин, спросите вы? На первый взгляд ни при чем. В этом и суть тайны. Суть тайны в том, чтобы никто не видел взаимосвязь. Но спросим себя по-другому. Почему биткоин называют цифровым золотом? И это начали делать СМИ почти с самого начала. Почему его тоже нужно добывать как золото? И это недешево. Почему запасы биткоина предельно ограничены? Золото тоже ограниченный ресурс. Почему биткоин добывают по всей планете, так же как и золото? Почему Ротшильды перевезли все золото в Китай? Почему в том же Китае самые крупные производители ASIC-майнеров? Почему именно в Китае добывалась основная масса биткоинов? Все это наводит на мысль, что изобретатель биткоина просто влюблен в золото, а Ротшильды в него влюблены предельно. Но это не доказательство, скажут многие и будут правы, так как если остановиться на этом, значит не сказать ничего. Но это хоть и зыбкая взаимосвязь все же дает нам основание, по крайней мере, не исключать возможности создания биткоина с посыла Ротшильдов.
Сатоши в данном случае был одним из исполнителей заказа. Да, я понимаю, что данная гипотеза не просто противоречива, она как минимум неадекватна. Да, Оливер Бит неадекватен, я это признаю, но даже для меня это уже перебор. Вот на этом месте хочется спросить у всех, отказываться от данной гипотезы как от полного бреда и перейти на уровень ниже к народу. Я так и хотел сделать, но меня никак не оставлял в покое этот треугольник – биткоин, золото, Ротшильды. Поэтому я решил копнуть дальше. Для дальнейшего анализа нам придется прибегнуть к максимальной фантазии, так как предстоит влезть в шкуру Ротшильдов, чтобы понять ход их мыслей и действий, где мы, может, и увидим доказательства тесной связи между золотом и биткоином. И какую же главную идею мы видим? Необходимо каким-то образом через биткоин восстановить утерянную ценность золота. Что за бред, скажут многие, ведь золото сегодня стоит $45 тысяч за килограмм. Это так, но за последние 40 лет цена на золото выросла лишь в 4 раза. А денежная масса доллара во сколько раз выросла? В 5? В 10? А в 20? С этой позиции золото катастрофически недооценено. Давайте посчитаем состояние Ротшильдов, исходя из объема их золота в 10 тысяч тонн и цены $45 тысяч за килограмм. И получаем 450 миллиардов. Это много по сегодняшним меркам? Это катастрофически мало. Долг США 22 триллиона долларов. Вот столько лишних долларов нашлепали только для Америки. Чувствуете размах? Золото Ротшильдов можно 50 раз купить за эти деньги. Напомню, все они из воздуха, их пока даже выплачивать не собираются. А вместе с тем цена на золото ползет лишь черепашьим шагом. Вам бы на месте Ротшильдов это понравилось? Не думайте, что я их защищаю, но в данной позиции у них нет выбора. Как придумать что-то экстравагантное, мощное, ультрасовременное, почти космическое, с опорой на социальные сети, на громадный опыт, опять же, китайского мессенджера WeChat, с опорой на народ. А на кого еще опираться? Свои-то если не кинули, но подставили. Ну и, конечно, с опорой на самих себя. Банки Ротшильдов присутствуют во всех странах, кроме Кубы, Ирана и Афганистана. Ну а законодателей и сенаторов можно даже и из чужого лагеря подкупить при случае. Да, денег надо много, значит их надо создать. Но все же опора на социальные сети и на народ кажутся основными критериями создания некой планетарно-общественной ценности. Сразу приходит на ум фейсбуковская Libra и то сопротивление, которое оказывает клан Рокфеллеров данной мелочи. Спросим, почему? А актив привязан также и к цене золота. Опять золото. Значит, Рокфеллеры что-то знают про планы Ротшильдов и чего-то опасаются. Вероятно, они знают, что биткоин создали именно Ротшильды для вполне определенных, далеко идущих целей, и роль цифрового золота в качестве сбережения и накопления капитала – это только средство, а не цель. Значит, биткоин был задуман не для уничтожения доллара, а для гегемонии над ним. Этого опасаются сторонники старой монетарной системы. Биткоин способен встать над всей этой системой, никого не убивая, но ограничивая безрассудство бесконечного печатания долларовых бумажек. Если это так, и биткоин обладает миссией еще даже более мощной, чем мы предполагали до сих пор, то здесь не должно быть места случайности, и все заранее просчитано и находится под контролем. Что, знаете, меня лично как-то успокаивает. Но мы должны идти дальше, так как все еще не докопались до главного, истинной цели биткоина, в случае, если его создали именно Ротшильды. Пока все, что было сказано, никак не помогает нам, как трейдерам, заполучить ключевую мысль, которая помогла бы нам в трейдинге и дала бы толчок для выстраивания правильной торговой стратегии. И вы удивитесь тому, к чему мы придем прямо сейчас. Итак, мы уяснили, что для выхода из сложившейся ситуации Ротшильдам необходимо. Первое. Создать новые деньги, подконтрольные только им. И не просто деньги, а некий глобальный стандарт.
Второе. При помощи этих денег восстановить ценность золота. Третье. Соблюсти определенную секретность, чтобы на первых порах никто не догадался, что это сделали именно они. Поэтому все должно начаться в полушутливой форме. Первый и третий пункт полностью соотносятся со структурой биткоина, поэтому не обсуждаем, а осталось крэкнуть второй пункт. Хотя касательно глобального стандарта из первого пункта пока что не все понятно, но станет ясно при размышлении о том, что стандарты есть везде. У рыболовов есть стандарт в виде килограмма, в котором 1000 грамм, а в тоне 1000 килограмм. И это всегда так. У ученых есть скорость света, константа, которую невозможно было изменить уже миллиарды лет. Даже у времени есть стандарт в часе 60 минут, в минуте 60 секунд. И так было всегда. А у финансистов? Разве доллар может быть стандартом, если его сегодня одно количество, а завтра другое? Никак. А биткоинов всегда 21 миллион, пусть и в перспективе. Ни биткоином больше, ни биткоином меньше. Другими словами, финансовый стандарт уже создан, только об этом еще не все знают. Осталось его только узаконить. Вы спросите, что это дает? При помощи такого стандарта очень легко выяснять истинную ценность того или иного актива. Нужно просто сопоставить имеющиеся объемы, и все становится до предела прозрачным. Никакие биржи не нужны для определения справедливой цены. Давайте сопоставим объем золота и биткоина. Берем 21 миллион биткоинов и делим на 210 миллионов килограммов золота, лежащих во всех банках планеты. Получим 10 килограмм золота, равные 1 биткоину. При сегодняшней цене это 450 тысяч долларов. Теперь просчитаем доллар. Берем 21 миллион биткоинов и делим на 210 триллионов живых долларов. Я подчеркиваю, живых. Те, которые находятся в обороте, а не те, которые напечатаны для долгов. Получаем 10 миллионов долларов за 1 биткоин. Видите, как просто? И какой дисбаланс золота к доллару мы наблюдаем. А дисбаланс 1 к 22. То есть долларов напечатано в 22 раза больше, чем его обеспечение золотом. Это пузырь. Значит, золото стоит в 22 раза меньше, чем должно. Но понятно, что золотой стандарт реанимировать никто не будет. К прошлому возврата нет. Но через внешний инструмент в виде биткоина это возможно. Я специально округлил цифры, чтобы нам легче было считать. Ведь нам нужна суть, а не математическая дотошность. Представим, что мы Ротшильды. Почему биткоинов только 21 миллион? Почему именно это число 21? Вспомним про полушутливую форму. Это игра. Это карточная игра. Это тройка, семерка, туз. Слишком просто? Да, за простотой всегда скрывается глубина. Видите прямо на картах Ротшильд. В переводе означает «красный щит». Именно так переводится фамилия Ротшильдов. Тогда кто тройка, кто семерка, а кто туз? Туз – это явно сами Ротшильды, поэтому 11 миллионов биткоинов принадлежат и будут принадлежать только им. Это больше половины, поэтому дает право полного контроля над ценой. Семерка – это деньги, отданные народу, так как без него не получится достигнуть глобальности и всепроникновения, особенно через социальные сети, срывающие границы. Это опора на будущее. Тройка – это откуп. Этими деньгами будут расплачиваться с сенаторами и конгрессменами за проведение в Конгрессе определенного закона. Скорее всего, эти деньги уже давно предоставлены и оговорен ценовой уровень, при котором закон должен быть принят, то есть продан. Я понимаю, что то, что сейчас было сказано, это полный бред. А безрассудное печатание денег – это не бред? А судный процент, который вынуждает печатать лишние деньги, это не бред? А налоги, обеспечивающие выплату судного процента, это не бред? А перекладывание налогов на плечи ни в чем не подозревающих обывателей, это не бред? Нет, это нормально, мы к этому привыкли. Мы даже не подозреваем, что может быть по-другому. Возвращаемся ко второму пункту, но не забываем, что мы все еще Ротшильды и мыслим как они. Как восстановить ценность золота при помощи биткоина? Очень просто. Надо на каком-то этапе привязать килограмм золота к биткоину и провести этот закон через Конгресс. Вижу ваши улыбки. Мне тоже было смешно, пока не дошел до того места там, где про альты.
Там я плакал. Как это привязать кило золота к одному биткоину? Вспомним. Золото отвязано от доллара законом от 1971 года. И ничего теперь не мешает через закон привязать его к биткоину. Нужно только цену подогнать и убедить большинство сенаторов и Конгресс, что это абсолютно безобидно и никому не повредит, в особенности всей системе. Ведь закон не о долларе. Вполне возможно, что многие сенаторы уже получили свои гранты авансом, и сейчас ими ведется тайная проверка серьезности будущей сделки. Вспомним, на откуп предоставлено 3 миллиона биткоинов. Сегодня это около 30 миллиардов. Когда после проведения закона цена взлетит до миллиона, это будет 3 триллиона долларов. Грубо говоря, 5 миллиардов на каждого сенатора и каждого конгрессмена. Думается, что должно сработать. Что получают Ротшильды чуть позже взамен? Их капитал в золоте вырастет в 20 раз и будет равен 450 миллиардов умножаем на 20. Итого 9 триллионов долларов. И это только от личного золота. Остальное золото под управлением даже считать не будем. Там будет около 100 триллионов. Плюс 11 миллионов биткоинов по миллиону. Еще 11 триллионов. То есть был смысл все это затеивать и мурыжить лет так 10-15, а то и больше. Теперь, как убедить каждого сенатора по отдельности, что все это не блеф? Наверное, надо доказать, что владелец полностью управляет активом. Попросили поднять до 20? Пожалуйста. Попросили опустить до 6? Пожалуйста. Показалось мало? Ну вот вам 3,5. Ах, биткоин слишком волатилен? Ну тогда вот сюда посмотрите. Ах, он слишком остыл? Ну вот вам заказанная волатильность. И так с каждым ключевым членом Сената и Конгресса. Потом потребуют гарантии, что цена может достичь нужного уровня. Ну, думается, 45 тысяч долларов. Это как раз цена 1 килограмма золота. Но, скорее всего, первый поход туда будет показательный. Потом дадут полгода-год на подумать и развернуть дебаты по этому вопросу. А цену уведут опять вниз от греха подальше. Потом потребуют гарантий, что цена после принятия закона не обвалится и все поимеют то, на что рассчитывали, то есть биток по ляму. Там придется немного приоткрыть карты и показать свою заинтересованность в биткоине за миллион. Поэтому сколько раз цена будет ходить до 50 и обратно, зависит от расторопности законодателей и силы аргументации самих Ротшильдов. Возможно, для убедительности зашвырнут на 100-130, потом опустят в длительную стагнацию около 50 до принятия закона о привязке золота к биткоину. Но что же будет, если закон не примут? Ну, значит, и 3 миллиона битков не получат. И цена доползет до миллиона потихоньку, скомпенсировав неудачу золотом своей собственной ценностью. Ну, хоть какое-то утешение. Вопрос с финансовым стандартом немного отдалится, но не мытьем так катанем все равно будет принят. Просто позже и на других условиях, сами понимаете, на менее выгодных. Теперь вам решать, похоже это на настоящий биткоин или нет. Теперь подумаем, стоит ли спускаться ниже и просчитывать биткоин, если он вышел из народа. Сейчас, наверное, не стоит. Сделаем это позже, если понадобится. А сейчас мы должны ответить на самый главный вопрос. А что с альтами? Если все, к чему мы сейчас пришли, хотя бы отдаленно похоже на правду, то становится совершенно очевидным, что создатели биткоина при его создании не могли учесть возникновение непредсказуемых шумов в силу притягательности самой идеи, а именно создание денег из воздуха. И вот мы имеем, и Ротшильды тоже, более 2000 разнообразных копий биткоина, да еще каждый напечатанный миллиардами штук. А это как раз то, что вышло из народа. Чувствуете контраст? Начинается. Да, я прямо сейчас слышу, как вы это говорите. Да, придется поговорить и о печальных вещах. Если вы заметили, мы еще даже не начинали прорабатывать причину падения альтов, а уже как бы имеем ответ. Пусть пока тусклый, но уже имеем. А ведь мы вначале просто устанавливали возможную причину возникновения биткоина 10 лет назад и не затрагивали альты. Странно именно то, что ответ на этот вопрос нарисовался сам собой, без всяких усилий. Значит, эта дикая гипотеза о биткоине исподволь подтверждается из этого боку. Но мы все же перейдем к четким формулировкам, хотя и с щемящим сердцем, чтобы развеять тайну. Ведь нам нужна правда, пусть горькая, но правда.
Посмотрим, может она и не настолько горькая, и есть еще шанс поторговать альтами. Итак, в данной парадигме биткоина, которую мы озвучили выше, создателями не предполагались альты в таком количестве. Пусть учитывалось возникновение сотен, но не тысяч. Представьте 16-17 годы, когда начался бурный расцвет альтов и неимоверный хайп, немного погодя. А теперь взглянем на это, как если мы были Ротшильдами. Вы бы, наверное, спросили себя, а не представляет ли весь этот ворох некой угрозы проекту под названием биткоин? Кодовое название Феникс, то есть восстание золота из пепла. Ведь тогдашний хайп просто зашкаливал и даже временами затмевал сам биткоин. Вспомните. Что бы вы предприняли на месте Ротшильдов? Наверное, вы бы попытались как-то сбить этот хайп и приостановить безудержное движение альтов вверх. Ведь это означало, во-первых, отток капитала из битка во все эти тысячи альтов, но это малая проблема для тех, кто безумно богат. Во-вторых, и это главное, сам биткоин оттеснялся на второй план, и это никак не входило в планы проекта и означало бы его бесперспективность. Значит, нужно было предпринять необходимые меры по удержанию цены всех альтов в разумных пределах. А как это можно сделать? Фьючерсов на них нет, шортить их нельзя. Большинство даже за тизер тогда купить напрямую было невозможно. Пришлось в них входить через биткоин, обливая сердце кровью. Медленно, долго, осторожно, педантично, чтобы иметь хоть какую-то возможность манипулировать ценой напрямую. Потом стало легче. Наплодили стейблов, самые опасные завели на шорт, потом расширили количество шортовых бирж и расширяют до сих пор. А для чего? Чтобы больше не входить в альты напрямую, а управлять ценой извне, через фьючерсы, шорты и маржу, любым капиталом. И в данном случае слово «любым» означает абсолютно любым, ведь мы говорим не о ком-нибудь, а о Ротшильдах. Теперь вы понимаете, почему Оливер всегда был против фьючерсов, маржиналки и в особенности шорта. Когда там фьючерсы на эфир, ждите, это будет последний блеск куртизанок. Но это только одна из принятых мер. А тогда, в конце 17-го, пришлось охладить сам биткоин за неимением лучшей альтернативы и продержать год-полтора на низах, пока не будут готовы внешние инструменты. Опять же, фьючерсы, маржа, шорты. Но теперь уже и на самые известные альты тоже. И этот список будет только расширяться. Видите, как мы быстро приблизились в познании к тому, чем еще можно торговать, а чем уже нет. Теперь уже всем стало очевидно, что чья-то неумолимая рука отделяет биткоин от всего остального. Теперь осталось выяснить, до каких в рамках благоразумия пределов это будет происходить и дальше. Вы спросите, с чего вдруг Оливер заговорил о благоразумии со стороны создателей? Типа, разве можно от них ждать благоразумия в наблюдаемой ситуации? Оказывается, можно, так как они не дебилы и понимают, что палку-то можно и перегнуть. И станет до сроку слишком подозрительна их мощь. Напомню, до принятия закона еще года полтора-два. И излишнее нетерпение к альтам сейчас проявлять не стоит. Поразмыслим, чего они добиваются, укатывая альты в пол. Только одного, чтобы лишь один биткоин блистал на фоне всего этого барахла. Ну, в их понимании, конечно же. Значит, уничтожать альты полностью контрпродуктивно. Но нужно обеспечить необходимую дистанцию между битком и всем остальным. А там пусть себе развиваются на плечах народа, из которого вышли. Ведь тот хайп альтов в конце 17-го, начале 18-го был вызван отчасти и Ротшильдами тоже. Теперь уже по известным нам причинам. Больше входить в альты так массово они не будут, так как появились и будут развиваться другие инструменты. Другими словами, забудьте про такие привычные нам 5, 10, 20 иксов. Биток теперь придется собирать через альты по крупицам, как золото. Но это все еще возможно и нужно, так как вероятность того, что он будет стоить лям, равна 100% при данном раскладе. Теперь коротко обобщенные выводы. Первое. Кто подпадет под удар и уже подпадает в первую очередь? Открываем CoinMarketCap. И все, что вы видите ниже битка,
То есть первая десятка, двадцатка, тридцатка и все, что сюда попадет позже, поднимаясь, скажем, с 90-го места, но теперь уже самостоятельно и не так прытко, все это будет подвергаться строгой ревизии. Но все-таки в первую очередь под удар подпадет эфир, так как именно он является прародителем всего этого сонма, с которым сейчас приходится бороться, тратя деньги, время и нервы. Ripple. С ним им будет труднее, так как 60% активов держат создатели, что в данном случае умно, так как дает возможность оказывать сопротивление. Но это как борьба мухи со слоном. Litecoin – один из ранних форков биткоина. Его количество 210 миллионов, что в 10 раз больше, чем биткоинов. Значит, он должен стоить в 10 раз меньше, чем биткоин, чтобы быть ему равным. Ведь в нем тоже должна аккумулироваться ценность, так как запас ограничен, а по функционалу он даже более современен, чем биткоин. Значит, сегодня должен стоить минимум $950, а сколько стоит? 95. Вот вам пример выходца из народа. До сих пор не понимаю, как мог Том Ли продать все свои лайты, тогда как именно ими он обязан был защищать и свой актив, и нас с вами. Вот вам пример предоставить все случаю. Роковая ошибка. Биткоин Кэш. Самозванец, которому не дадут поднять головы, даже не знает, на кого замахивается. Binance Coin. Его утюжить сильно не будут, так как он оказывает посильную помощь по очистке рядов безудержно плодовитого эфира. EOS. Наполовину чужой, наполовину свой. Думаю, снисходительно позволят держаться на расстоянии. И вот так по этому принципу вы можете продолжить сами теперь самостоятельно. Второе, что необходимо соблюсти при ставке на монету токен. Все, чем можно шортить, фьючить или торговать маржинально, бесперспективно в плане больших ожиданий. Думаю, это просто и понятно. Третье. От каких токенов можно ожидать краткосрочных пампов? Во все ниже 30 уровня, что нельзя шортить, нет фьючерсов и маржи, и в особенности, если нет прямой торговли к стейблам, во все это создатели биткоина будут входить напрямую с целью регуляции цены. Поэтому время от времени в этих монетах будут наблюдаться всплески, то есть краткосрочные пампы, вот на них можно немного заработать, но не увлекаясь, так как при перегреве будут случаться сильные дампы. Думаю, теперь понятно почему. Проверять каждую монету придется теперь на всех биржах без исключения. Этих трех критериев вполне достаточно при выборе торгуемых токенов. Рекомендуется выучить эти критерии наизусть. В завершение необходимо отметить, что создатели биткоина, скорее всего, не ставят перед собой цели уничтожения альтов. То есть те, что умрут, будут виноваты в этом сами, в силу своей никчемности или глупости. Но наряду с этим всему народу, всем трейдерам и даже очень крупным будет прививаться одна единственная мысль. Ничто не имеет права в своем росте обгонять биткоин. До этих пределов все позволено и предоставлено саморазвитию. Думается, что для прививки этой мысли будут использоваться все ресурсы от СМИ до банкротства бирж. На что уйдет минимум год, так что торговать теперь нам придется с оглядкой. Думаю, эти принципы просты и понятны, и все выглядит не так уж плохо. Нам осталось только на всякий случай дополнить наши торговые стратегии, учитывая те реалии, даже если они имеют место быть только частично, к которым мы только что пришли. Заодно необходимо в дальнейшем внимательно следить за новостным фоном, который будет со временем либо подтверждать нашу гипотезу, либо опровергать ее, а дальше по обстоятельствам. Я надеюсь, что с достоинством извинился перед вами за столь долгое молчание и надеюсь, что сумел подкинуть пару интересных мыслей для более уверенной торговли. Напомню, что в нашей группе в Telegram мы часто обсуждаем интересные темы и разбираем насущные вопросы. Там же даются наиболее актуальные сигналы для новичков или более опытных просто в виде рекомендаций. Они бесплатны, так что советую подписаться. Все ссылки находятся под видео. Для тех, кто ждал релиза песенки, которая звучит в конце видео, приятная новость. Я разместил ее во всевозможные музыкальные сторы, начиная со Spotify и кончая Яндекс.Музыка и прочего. Ссылка там же под видео. А на сегодня благодарю за внимание. Вы самые лучшие и спасибо вам всем за то, что вы все еще здесь. Она ждала, а дождь все лил вдоль
Вдоль берега корабль плыл, 9-й вал глаза в глаза. Не против был ты